Всем привет! Вы на канале На Велике с Бананом, меня зовут Игорь. И сегодня на календаре 30 января 2025 года, хотя по погоде так и не скажешь. Осталось подождать пару месяцев и начнется велосезон. И если вы такой же заядлый велосипедист, как и я, или только им становитесь, то уже пора готовиться к новым велопоездкам, а значит и к новым велопокупкам. И сегодня я хочу с вами поделиться своим топом велопокупок, купив который ты думаешь, а чего раньше этого не сделал? И у меня таких покупок было 5 за последние 2 года. Возможно, мой список поможет и вам определиться с тем, что вы хотите прикупить для себя в ближайшее время. Буду рассказывать о своих покупках от самой первой к самой последней. А от вас жду в комментариях ваши покупки, от которых душа радуется и так и хочется побыстрее проехать соточку. Договорились? И номер один – это велоодежда. Вернее, не сама одежда, а велопамперс, он же бип. Свои первые километры я проезжал в обычных спортивках и даже ездил на 120 километров. Честно, все это в японское мне казалось таким себе вариантом. А потом смотрю, у одного товарища велоодежда, у другого. И тут мне один из них предлагает забрать у него бибы с Алика на пробу. Ему они были великоваты, а мне маловаты. Но я решил попробовать, и мне понравилось. Конечно, бибы с Алика это лотерея, и после 3 поездок я их выкинул. Потому что подгорало в одном месте хуже, чем без них. И я сразу купил себе нормальные бибы в Декатлоне. До сих пор в них езжу и радуюсь. Потом начал докупать всякие майки, перчатки, потники, нагова, рукава. Короче, тратить кучу денег. Но бибы были первые, и для меня это было супер приобретение. Вторая покупка – контактные ботинки и СПД педали. Это была любовь с первого катания. Контакты – это просто нечто. Как теперь ездить без них, я даже не понимаю. Пробовал как-то, но уже не то. Один раз даже пробовал запрыгнуть на бордюр без контактов, и то чуть не убился. Контактные педали дают возможность педалировать не только вниз, а 360 градусов. Пока одна нога давит на педаль, вторая тянет свою педаль вверх. По итогу вы получаете больше мощности при меньшей затрате энергии. Ехать в горке становится в разы проще. А еще с контактами меньше страдают колени. Ноги не срываются с педалей и не пытаются улететь на ямах или в песках. Но есть и минусы. Вот прям каждый, кто ездит на контактах, знает, что такое падать с велика, когда не успеваешь выстегнуться из педалей. И если вы проехали первый год без падения, то срочно покупайте лотерейку, вы везунчик. Лично я падал 3 раза. 2 раза мне повезло, я падал на траву и лесной мох, а в 3-й раз был бетонный пол. И эта встреча мне не понравилась, особенно мои коленки. Третья покупка – велокомпьютер. Я уже снимал ролик на тему велокомпов, где до сих пор мне пишут в комментариях, что покупают телефон за 3 копейки вместо компа и отлично. Я всегда в таких ситуациях говорю, каждому свое, но я за велокомпьютер обеими руками, причем за нормальный. Не обязательно Garmin за $1000, а достаточно хорошего китайца. Лично я купил себе EGP Sport BSC 300 со всеми датчиками в комплекте. Да, у него есть некоторые минусы по сравнению с Garmin, спорить не буду. Все-таки комп за $250 и за 1000 должны как-то отличаться. Но для меня эти минусы несущественны. Купил я комп для того, чтобы отслеживать пульсовые зоны, о которых также рассказывал в прошлых видео. Но когда начал пользоваться, понял, что без велокомпа жизнь не та. Хватает его до 30 часов работы, на нем очень удобно смотреть маршруты, которые предварительно можно загрузить в 2 клика. В телефоне больше не надо включать Страву и высаживать батарею GPS. Он меряет пульс, каденс, скорость, расстояние, уклоны, калории, мощность, показывает средние значения и еще десятки других показателей. В общем, велокомп обязательно для тех, кто действительно ездит много и далеко. Тем более, что выбора как по цене, так и по параметрам куча. Покупка 4. Тут была не совсем покупка для велосипеда, это была покупка нового велика, а именно гревела. Как сейчас помню свой первый выезд на нем и этот щенячий восторг, полный бибы радости и чувства эйфории. Да что там первый раз? Уже проехал на нем более 3000 километров, а до сих пор кайфую от каждой поездки. До него у меня был Ашан байк, реально из Ашана. Такая МТБ за $300, которая весила 16 килограмм. Оборудование самое простое, хотя при этом была гидравлика и 29 колеса. Но это был большой громоздкий велик. Сев на гревел, я, кажется, порхал как бабочка. Сразу увеличилась средняя скорость, стало проще ехать. Если раньше сотку проезжал замученный, то теперь сотка это минимум, что мы ездим на выходных. А самый большой маршрут, который на нем проехал, 170 километров. А в этом году планирую 200 и 250 за раз проехать. В общем, гревел это must-have для тех, кто ездит далеко и любит заехать в лес или убиться об гравийку. Да, по ямам и корням на нем не очень удобно, но в остальном это шикарный вариант на все случаи жизни.
Ну и пятая покупка — велостанок. Тоже недавно снимал про него видос. Это, конечно, покупка не к велосезону, но на календаре январь, а значит, что еще есть время, чтобы подготовиться к сезону и вернуть себя в форму. Я купил себе интерактивный станок с прямым приводом. Сразу были сомнения, даже в какой-то момент думал отменить заказ. Штука не дешевая, а я не понимал, буду ли я на нем ездить или будет он у меня стоять и пылиться, как у многих людей. Но чудо! Мне, можно сказать, не зашли, а залетели поездки на станке. Обожаю крутить педали по вечерам. Садишься и поехал в любое удобное время. Никаких тебе сборов на улицу, никакого холода, никакой мокроты. Но тут важно заметить, что я использую приложение Ruvi. Именно благодаря ему мне нравятся поездки. Кто не знает, это такое приложение, которое соединяется со станком по Bluetooth, и вы едете по реально записанным маршрутам. Хотите горы? Пожалуйста. Леса? Тоже не вопрос. А может, в Праге хотите прокатиться или по Риму? Вперед! А интерактивный станок имитирует спуски и подъемы, и вам приходится не просто крутить педали, а иногда погибать при заезде на какую-нибудь очередную горку с уклоном в 15 градусов. Все как в жизни. В общем, покупка для меня была действительно стоящая, и я рад, что не пожалел на нее денег. С 3 января я проехал на нем почти 700 километров и планирую 6 месяцев в году активно его использовать, чего и вам желаю. Вот такое получилось сегодня видео. Надеюсь, вам оно помогло или еще поможет сделать свой выбор вашей следующей долгожданной покупки. Не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал и написать о ваших незабываемых велопокупках. А сейчас до новых встреч, пока-пока. Мне понравилось.